Национальный центр «Россия» – пространство гордости за свою страну и людей, которые в ней живут. Аналогов ему в мире нет. Здесь работает постоянная экспозиция «Путешествие по России». Это наглядная демонстрация достижений нашей страны в прошлом и настоящем. С момента открытия Национального центра в ноябре 2024 года прошло более 10 выставок. Мы сотрудничаем с лучшими производителями страны. В универмаге «Россия» можно найти продукцию, созданную руками и сердцем. В гастрономических рядах представлены кухни народов России. Через вкус можно многое узнать о стране, ее традициях и культуре. Национальный центр – это сотни культурных, образовательных, деловых и международных событий, важных для всего мира. Мы соединяем сердца на первом, единственном в мире свадебном фестивале. Это бережное сохранение традиционных семейных ценностей. Мы бережно храним память о подвигах героев и объединяем людей со всех уголков России, создавая живую связь прошлого, настоящего и будущего. Особое внимание уделяем молодежи и развитию их профессиональных навыков. В школах юного экскурсовода и журналиста мы признаемся в любви к родине. В 2029 году откроется новое здание Национального центра в Москве. Здравствуйте. В рамках проекта «Уроки географии» мы представляем вам так называемые беседы со Станиславом Дробышевским. Но со мной исключительно беседовать было бы скучно, поэтому на самом деле буду далеко не только я. А в частности, в сегодняшней дискуссии примет участие кандидат исторических наук, заведующая Центра палеоискусства Института археологии Российской академии наук, доцент Мезоамериканского центра имени товарища Кнорозова РГГУ, лектор движения популяризации науки проекта Дробышевского Елена Сергеевна Ливанова. Здравствуйте. Добрый день. Так, и мы сегодня будем говорить о искусстве, про то, как искусство и география смыкаются и соединяются промеж собой. Но прежде чем говорить о прям-таки искусстве древнем, стоит сделать маленькое отступление про то, что 18 июня стартует, уже, в общем-то, стартовало, трудно сказать, Международное этнографическое триеннале. Слово «триеннале» в словаре отсутствует, что это такое, науке неизвестно, но красиво звучит. И Национальный центр «Россия» запускает это самое Международное этнографическое триеннале. Проект на пересечении современного искусства, антропологии и этнографии. Вообще, открытие его запланировано аж на 2030 год, но сейчас начинается этим летом исследовательский этап. А потом все это разовьется в выставку и всяческие замечательные программы. Будет происходить раз в 3 года, и хочется верить, что станет местом объединения и искусства, и антропологии, этнографии и всяких прочих подобных дисциплин. А вчера, буквально-таки, в городе Зарайске, на юге Московской области, состоялся пресс-тур. И не просто так это в Зарайске случилось, потому что там найдены замечательные предметы древнего искусства, о котором я сегодня не буду говорить. И даже они, собственно, одно из них появилось. Так что Зарайск выбран совершенно не просто так. А речь сегодня пойдет, с моей точки зрения, от меня, про 2 примера палеолитического искусства. На самом деле в Россиюшке их больше, понятное дело. Но говорить про каждое, если по 20 минут, у нас никакого времени не хватит. А понемножку хватит. И что приятно, в России есть одни из древнейших примеров искусства. На самом деле не древнейшие, потому что самый древний пример искусства палеолита обнаружен на острове Ява в Триниле с древностью 500 тысяч лет назад. А у нас есть такая замечательная царапулечка из Хотылева. У нее датировка 80 тысяч лет, все-таки не полмиллиона, но, тем не менее, это супер значимая вещь. Вообще, что такое Хотылево? Во-первых, Хотылево – это клево, это уже всем известно. И там многие годы
ну, началась эта история еще там аж в 1958 году, происходят раскопки. В Хотылево люди жили, ну, где-то с 90 тысяч лет до современности. И вот мы там каждое лето тоже живем и все это дело копаем. И в частности, там обитали неандертальцы. Вот с 90 тысяч лет и где-то до 60 тысяч лет, то есть 30 тысяч лет подряд, они туда приходили, кололи кремень, делали орудия, ели мамонтов, лошадок, хорошо себя чувствовали. Вот, и, ну, в принципе, такие классические неандертальцы. Косточек, правда, самих неандертальцев пока не нашли, но кто бы это еще мог быть, потому что справа, слева, южнее везде неандертальцы, а севернее никого быть не могло, потому что там лежал ледник. Вот. И там культура Мекок. Культура Мекок, одна из двух, собственно, типичных для неандертальцев, там Устье и Мекок, они, в принципе, плюс-минус похожи, тянется от Франции какой-нибудь, там, Испании, до Алтая. Ну и вот Хотылево, Брянск, это Брянская область, находится примерно в середине как раз этого ареала этого Мекокского. И вот в слое с древностью примерно 80 тысяч лет найдена вот эта вот косточка. На самом деле в натуральную величину, как бы, да, чтобы оценить масштаб, ну это где-то с ладонь размером, вы можете посмотреть на выставки, которые сейчас вот тоже в Москве проходят, про происхождение человека. Называется «Эволюция Дробышевского». А вот эта вот царапулечка сделана на кости. Скорее всего, это кость мамонта. Ну, честно говоря, еще не смотрели супер подробно, из кого эта косточка там вырезана. Но это, в общем-то, даже не так важно. Я думаю, сам неандерталец не особо заморачивался, поднял с земли какой-то кусочек, а потом началось самое интересное. Потому что неандерталец кремнем эту самую косточку залощил, подготовил, то есть срезал с нее все лишнее, как бы соскоблил. И трассологически это видно. Ну, так глазом не очевидно, честно говоря, а с помощью микроскопического исследования специалисты из Института истории материальной культуры в городе в Санкт-Петербурге это дело зафиксировали. А после того, как неандерталец это все заровнял, он взял все тот же самый кремень, ну или другой, вернее, кремень, и со страшной силой накорябал вот то, что вы наблюдаете. Здесь черным цветом как бы перекрыто, да, вот настоящие царапины, и не все из них, честно говоря, видны невооруженным взглядом. То есть на момент, когда он отцарапал, кость была свежая, там это было все гораздо четче видно. Но это было 80 тысяч лет назад, поэтому немножечко затерлось. Ну, вот, но он очень старался. После того, как он это дело накорябал, он со всех 4 сторон это дело обломал и куда-то положил или выкинул, как вариант. Найдено это было 4 года назад при раскопках. Ну, вот наверху фотография, да, как это выглядит культурный слой. И вот, собственно, там косточка тоже более-менее в серединке видна. Она лежала в оригинале картиночкой вниз, поэтому в момент обнаружения никто даже и не догадался, что это вообще такое. Ну, как бы кость. Вообще в Хотылево кости сохраняются очень плохо. И сохранность там никакущая, честно говоря. Вот, поэтому любой фрагмент кости, даже самый маленький, он там очень ценится. Ну, по ним можно там и датировки делать, и всякое разное там исследовать, фауну определять, все такое. Но когда эту косточку, ну, все вещи там фиксируются, понятное дело, да, там сфотографировали на слое, зачистили, все как надо сделали, принесли уже в лабораторию. И в лаборатории, когда стали чистить от земли, вдруг неожиданно обнаружили вот эти царапульки. Первой была замечена самая большая, понятная царапина, вот, которая слева внизу в виде латинской буквы Z, чему все тут же, конечно, порадовались очень сильно. Ну, вот. А дальше, когда стали рассматривать все это дело в микроскоп, Ксения Степанова, в частности, этим занималась, ну, вот, ну, там, сотоварищи, это как раз лаборатория трассологии, обнаружила, что есть и другие царапины, и они закономерные, и они явно не случайные. Это самое главное. Тут, кстати, еще интересно, как они были сделаны, потому что вот эта царапина, допустим, в виде Z была сделана одним движением. Ну и вот эти все последующие вот эти зигзаги, да, там большой, там, если присмотреться, еще маленький, было сделано одним движением. А это очень нелегко. Если хотите, ну, если вам рук не жалко еще к тому же, можете попробовать взять какую-нибудь кость, взять кусок кремня, ну, его не так сложно найти на самом деле, где-нибудь там на дороге, ну, вот, и острым концом этого кремня попытаться накорябать на кости царапину. Мы пытались потом вот уже в самом Зарайске, ну, не на мамонтячьей кости, понятно, да, но у нас там были какие-то коровьи кости, которые, кстати, мягче, чем мамонт. Кремень у нас был родной зарайский этот Хотылевский, само собой, вот тот же самый, да, что у неандертальцев был. Вот. Ну, ладно, я, как бы я человек хилый, вот, но
Там гораздо более могучие люди пытались, ни у кого не получилось. В частности, Ярослав, такой есть Иванов, он 2 метра ростом, и при мне доставал из ямы пень размером вот с это кресло, на котором я сижу. Он его поднял над головой и выкинул. То есть он как бы силен. Вот. Но у него не получилось так сделать. А буквально где-то месяц назад, или уже 1,5 месяца назад, мы в нашем центре Дробышевского, собственно, проводили тоже эксперимент. К нам пришел мировой чемпион по всяким там силовым этим вещам. То есть он прям вот реально мировой чемпион. И пытался кремнем, все тем же Хотылевским, на, опять же, коровьей кости что-то подобное изобразить. И у него тоже не получилось. Вот. Ну, это говорит, во-первых, о том, что дело не только в силушке богатырской, а еще и в методике, да, надо знать, как это делать. И, может, не такие же там прямо усилия надо прилагать, а, тем не менее, усилия надо прилагать. И неандертальцы были круты. Вот. Но это так чисто технологический как бы момент. Но царапинки были, и, как я уже начал говорить, интерес этих царапинок в том, что они сделаны не случайно. То есть до сих пор были известны царапульки неандертальцев. Там и сям их обнаруживали, но, как правило, они заключались в том, что есть какая-нибудь косточка, и на ней энное количество, не знаю, там 26 штук, допустим, параллельных царапин. Такие были там в Польше, во Франции, где-то там еще найдены. Но как бы это может быть чисто технологическая история. То есть они положили косточку в качестве опоры, и на ней там что-то нарезали, там, не знаю, мясо, допустим, да, изо всей силы резали, там какие-нибудь ремешки кожаные, что-нибудь такое. И получаются ровненькие параллельные царапинки. Ну, вы можете дома посмотреть на какую-нибудь доску для резки мяса, и там тоже будут такие царапульки. Ну, вот, это не искусство. Вот, или какой-нибудь там крестик, допустим, такой найден там в Тайте. Ну, вот, или еще что-то такое. Самое мегаизвестное типа искусство. Там 2 примера. В пещере Горхама на Гибралтаре, там на стене пещеры такой хэштег накорябан, но тоже как бы, ну, так себе как бы, да, вот 2 полочки вертикально, 2 горизонтально. Ну, там они долго закорябали, но 2. И на одной стоянке в Германии фаланга большерогого оленя, на которой тоже вот так по диагонали как бы крестики такие накорябаны. Вот, но это тоже может быть чисто практическая вещь. То есть они эту фалангу могли как-то применять, куда-то там привязывать, ну, не знаю, там грузило на какие-нибудь там на удочку, допустим, да, еще что-нибудь такое, и вот сделали зарубочки, чтобы там нитка прочнее держалась, например. Вот, хотя в итоге эту фалангу раскрутили, разрекламировали, там на всю планету раструбили, что там древнейшее великое там искусство. Ну, вот, но там оно очень-очень сомнительное, это искусство. Ну, вот, и их таких примеров, ну, штук там 10, да, на всю планету. А здесь это 100% не случайно. То есть нельзя ничего такого практического делать, чтобы такая картиночка получилась. И заметьте, что до сих пор все вот эти примеры, которые были, они однообразные. То есть просто полосочки ровненькие, да. Там есть одна пещера, где на глинистой стенке они какие-то вот такие круги намазюкали. Ну, вот, но там тоже вроде как искусство, но такие как бы скучные. А тут есть и зигзаг, и маленький зигзаг, и такая плавно изогнутая линия, что, кстати говоря, на кости чрезвычайно сложно сделать, и коротенькие маленькие насечечки, которые, кстати, сложнее всего, честно говоря, сделать, потому что, когда вы кремнем режете кость, у вас, ну, изо всех сил давите, да, рука будет соскальзывать на самом деле и пролетать. И длинную линию сделать легко. Вы только начинаете, а дальше она уже несется. А маленькую, одинаковой длины, как вот и слева и справа есть, сделать очень сложно. И чтобы они еще на этой кости, где волокна костяные-то они, да, по другим углом идут, чтобы эти полосочки были маленькие черточки параллельные, это прям надо очень сильно постараться. И вот эти слабо изогнутые линии вправо, которые тоже есть. Вот, то есть это рисунок. Что хотел сказать автор? Вопрос. Тем более у нас не весь рисунок есть. Неандерталец старательно со всех 4 сторон кость обломал. Кстати, тоже большой вопрос, как он это физически сделал. Кость прочная штука, но постарался. Вот. И, скорее всего, вот эта линия изогнутая слева и справа, они где-то там соединялись. То есть какая-то дуга была. Может, вообще там круг подразумевался исходно. Бог его знает, но это мы уже не знаем. Обломки, кстати, вот эти не найдены. То есть мы там старательно смотрели, искали, как бы ничего не нашли. Куда-то он там выкинул еще их. Вот, ну, учитывая, что это берег реки, могло и смыть потом. Вот, но это точно рисунок. Что хотел сказать автор, науки неизвестно. Мне лично тут видится мамонт с волосатым хоботом, с бивнями, с ножками, с волосатой спиной, как бы, да, там, или хвостик у него там что-то изображено. Вот, но кому-то больше нравится видеть в этом бизона, кому-то носорога, а еще на самом деле большой вопрос, с какой стороны на все это надо любоваться. Потому что как держал неандерталец, когда это рисовал, еще тоже, честно говоря, неизвестно. Может быть боком, может вертикально, может кверх ногами, ну, относительно того, как оно здесь изображено, это тоже неведомо.
И по большому счету нам даже и не важно, что он там хотел изобразить. Главное, что он это сделал, и что он в принципе это мог сделать. Потому что, как я уже сказал, за 200 лет исследований неандертальцев накопано уже сотни стоянок, ну про тысячи не буду врать, а сотни точно найдены. Орудий многие тысячи. У нас в одном только Хотылево с одного слоя 1500 орудий, вот как бы с толщины там в 5 сантиметров поднимается. Вот. И на 200 лет и сотни стоянок один рисунок. Вот. А это значит, что неандертальцы потенциально могли, в чем до сих пор, кстати, ученые сомневались, потому что не было таких примеров, да, а теперь все-таки пока оказывается, что физически могли, то есть мозгов хватало, ну 1,5 кило у них все-таки было, но не хотели, надобности не испытывали, чем неандертальцы резко контрастируют с сапиенсами, то бишь с нами. Потому что у нас этого искусства на каждой стоянке вагон и маленькая тележка. В 2 километрах от Хотылева первого, где вот эта царапулька неандертальская, находится Хотылево второе, где Кроманьонская 23 тысячи лет назад, гравецкая культура, и там 5 красивых статуэток, еще 5 обломанных статуэток, ритуальный комплекс, какие-то орнаментированные жезлы и там всякая красота. Вот, на там, маленьком участке, да, там завались этого добра. Вот, то же самое в Зарайске, про которое я еще буду говорить, и много где еще. Вот, а это значит, что неандертальцы не испытывали потребности в искусстве. Скорее всего, потому что они жили очень замкнутыми коллективами, очень необщительными, им не надо было как-то что-то друг другу доказывать. Когда вы живете в 25 человек и с рождения до смерти видите одни и те же лица, вам ничего не нужно как бы друг другу доказывать. Все на одной волне. А сапиенсы жили в это же время в Африке, если 80 тысяч лет назад брать, да, где гораздо больше ресурсов, где, соответственно, гораздо больше контактов, не очень знакомых промеж собой людей, и как-то там бодаться с соседями получается не очень-то здорово, потому что рано или поздно вас прибьют просто, а гораздо лучше как-то уметь договариваться, и через искусство тоже. Кстати, может быть, поэтому именно в Хотылево вот эта царапулька-то все-таки обнаружилась, потому что Хотылево – это место, куда неандертальцы приходили изготавливать орудия труда из местного кремня, там просто выходы кремня. И, скорее всего, туда приходили неандертальцы из разных мест. А стало быть, общались не особо знакомые люди. И вот тут же появляется искусство. А у кроманьонцев этого добра огромнейшее количество. И вот зарайский пример идеальный практически, потому что вот эта статуэтка, которую вы видите на экранчике, это статуэтка бизона, которая мало того, что идеальное произведение искусства, так еще и пример охотничьего ритуала, что, опять же, у неандертальцев напрочь отсутствовало. В яме номер 71, что, опять же, душу любого археолога очень греет, потому что их там уже 150 этих ям, на такой маленькой присыпочке на дне из белого песочка, ну, то есть они так выкопали, чтобы такой треугольный подиум остался, за капушечкой в стенку этой ямки был положен вот этот вот самый бизончик, сделанный из бивня мамонта. Он где-то тоже с ладонь размером, вот такого вот размера. Причем сделана идеальная фигурка, где есть нос, глазки, рожки, ушки, копытец, правда, не особо хватает, там они как бы сделаны, но не парные, но есть волосы там на гриве, на вот, подгрудке, на спинке, на боках, там, и все как бы правильно сделано. Причем заметьте, что это изображена именно бизониха. Причем по пропорциям идеальная фигурка, то есть если взять современного бизона и померить, сколько у него там высота в холке, длина и так далее, это вот как будто он там с, не знаю, штангенциркулем все это вымерял, этот древний художник. Причем она объемная, она как бы с всех сторон, ну, здесь фотография очень хорошая приведена. И бизониха не просто так. Потому что это, скорее всего, пример охотничьей магии. То есть если бизон, он, во-первых, злой, его опасно, да, прибивать, он опасный, он вонючий, он жесткий, как бы какая радость вообще его есть. А корова, она мягенькая, она не особо опасная, вот, и во всех случаях как бы приятная. Вот. И вот, значит, они, эти древние персонажи, сделали эту фигурку, отломали ей левые ножки целенаправленно, это чтобы она не убежала никуда, чтобы она обезврежена была. Потом кремневым ножом, которых у них там хватало, они с левой стороны ее истыкали в районе сердца, то есть как бы ритуально убили. С другой стороны, соответственно, с правой намазали охрой, причем это сделали где-то не вот в этой ямке, потому что на песке там следов охры нету, красной краской, то есть как будто они ее насквозь пробили, и положили на вот эту песчаную приступочку. Рядом положили кусок зуба мамонта, а надо понимать, что Зарайск – это стоянка охотников на мамонта. Там же положили какие-то песцовые шкурки, ну там косточки от песцов остались, еще что-то какие-то такое барахло, вот, перекрыли сверху лопаткой мамонта,
и все это дело закопали. Так что это прям-таки вот охотничья магия в чистейшем виде. Ну, а еще надо представлять, что Зарайская стоянка, она находится на таком здоровенном мысе над рекой Осетр. Ну, там местная речка Переплюйка, Осетр. И вот они, значит, все это сделали с этой фигуркой бизона, выходят на этот мыс, он прям такой красочный, и вот, пожалуйста, идет стадо бизонов. Это магия, которая работает, но только 20 тысяч лет назад. Если вы сейчас такое сделаете, вряд ли к вам прискачут бизоны. Ну, вот. Ну, у них, да. Причем, кстати, любопытно, что стоянка-то вообще, строго говоря, охотников на мамонта. То есть мамонтов там 90% фауны. Ну, вот. Но сделали они все-таки бизона, но из мамонтячьего бивня. И там есть и другие подобные примеры. В другой ямке, ну, там же, в принципе, рядом, есть Венера, верхнепалеолитическая женская фигурка. Там примерно такая же композиция, тоже яма, такая приступочка, закопушечка, положена эта самая Венера, сверху лопаткой мамонта закрыта. Вот. Но, в отличие от бизона, бизона они закопали. А Венеру они не закопали, то есть они ее не похоронили, они ее этой лопаткой-то прикрыли, мамонтячей, а закапывать не стали. И там до поры до времени воздух был, но потом все это обвалилось, понятно, оно само там засыпалось, вот, но это было потом. Вот. И через вот такие вещи мы видим, как у людей верхнего палеолита, кроманьонцев, то бишь нас, да, сапиенсов, наших предков, мышление контрастировало и резко-резко отличалось от неандертальского. То есть на любой маломальски приличной стоянке кроманьонцев подобного добра полным-полно. Вот в Хотылево-2, допустим, тоже Венера лежит под лопаткой мамонта. Ну, лопатка мамонта — любимая тема, да, потому что она здоровая, широкая, плоская. Кстати, я сказал, что бизончик перекрыт. Бизончик, кстати, как раз не перекрыт лопаткой мамонта, это я вам соврал. Вот, он просто был закопан. Вот, а Венеры закрыты, да. А в Борщево, например, рядом с Костенками, там тоже такая палочковидная Венера, воткнута в очаг. Вот. А в Мальте, например, рядом с Иркутском, человеческие фигурки на женской стороне чума, а на мужской стороне чума, ну, вот это по орудиям видно, да, где там иголки, где там бусики, где ножики. Вот на мужской, на правой стороне чума, там птички сделанные. Это разная магия. Вот женская магия — это про людей, да, там, видимо, деторождение, там, воспитание, 5-10. А мужская — это птички. То ли про охоту, то ли какой-нибудь там мифы-ныряльщики, там можно уже гадать и сочинять. Вот, но она уже разная. И, как я уже говорил, у кроманьонцев такого добра очень-очень много. То есть мы без этого не можем. И если вот вы на себя посмотрите, какие-то орнаменты на себя так или иначе найдете. Ну, какие-то значочки, да, там по подолу, по рукавам, там что-то такое будет. У неандертальцев такого практически никогда не было. Хотя могли. А сапиенсы без этого жить не могут. И найти человека вообще ничем не украшенного надо сильно постараться. Ну вот я не особо чем украшен. Ну и то у меня вот на микрофоне что-то такое там красненькое написанное, да, и украшен я микрофоном в ухе, который у меня щелкает сейчас в данный момент. Не мешает мне говорить. Ну вот, но это уже функциональная история. Вот, то есть люди были, сапиенсы в смысле, к этому склонны. И остановиться мы до сих пор никак не можем. Вот. А в последующем, понятное дело, когда мы пошли уже там куда-то за пределы Африки, мы это растащили везде. Вот. Но надо сказать, что у нас, у сапиенсов, это началось довольно-таки давно. То есть древнейшие примеры индивидуальных, допустим, украшений в Африке восходят ко времени, ну, как минимум 140 тысяч лет назад, а как максимум примерно 200 тысяч лет назад. Ну, про 200 там датировки такие немножко ненадежные, а 140 очень уже надежные. Индивидуальные украшения, когда там бусики из ракушек каких-нибудь, из скорлупы из страуса и всякое подобное. Там использование охры, красного пигмента. И у сапиенсов этого, опять же, очень много в Африке появляется. А у других людей планеты, тогдашних там неандертальцев, денисовцев, я, может, молчу там про хоббитов всяких на островах, этого вообще нет. То есть мораль-то из этого всего проста и очевидна. Мы молодцы, мы творческие. Вот. А те, которые были не творческие, и этим демонстрировали свое как бы нежелание общаться с другими, потому что творчество — это на самом деле для общения с другими людьми, для демонстрации своих каких-то там невероятных потенциальных способностей. Ну вот, те, которые были не склонны это делать, они не потянули, они как бы замкнулись, и вот там, да, у неандертальцев в том же самом Хотылево 30 тысяч лет они делали одно и то же, да, с 90 до 60, но это только в одном Хотылево первом. А рядом есть Бетово, где 30 тысяч лет назад, и там все то же самое. То есть еще 30 тысяч лет они делали все то же самое. И культура у них не менялась. Вот все стремятся к стабильности, они ее достигли. То есть там порядка 100 тысяч лет они делали все одно и то же. Научились на северных оленей охотиться, и прекрасно. Ну вот, потом условия поменялись, и все, нет неандертальцев. Вот, а у нас все время что-то менялось. И искусство очень яркий тому пример. И искусство тоже очень сильно менялось. Ну вот, но про то, как это искусство менялось в последующем, более позднее время, расскажет Елена Сергеевна.
Ой, спасибо, Станислав. Ну, так прям бодренько. Я так бодро, наверное, не смогу. Наше искусство, ну, о чем буду рассказывать я, оно немножко другое. Оно на скалах и в пещерах. На самом деле, вот когда мы говорим про самое древнее искусство, вот Станислав сказал, да, что вот различные украшения, бусы, да, а пещерные памятники сейчас самые древние считаются как раз тоже сапиенсов, но далеко-далеко от нас, где-то в районе Сулавеси. На самом деле попытки найти у неандертальцев пещерное искусство были. Такие памятники есть, особенно в Испании, но, в общем, с ними все довольно спорно. Поэтому все-таки в пещерах неандертальцы, возможно, что-то делали, но, возможно, и нет. А вот тот самый сапиенс, который зачем-то вот, значит, ушел туда, в сторону Австралии, он почему-то очень интересные, красивые рисунки делал аж там 50 тысяч лет назад. На нашей территории такого меньше. Но если вы когда-нибудь слышали про пещерное искусство, вам, конечно, про Францию что-нибудь, да, там, или про Испанию сразу вспоминается. У нас этого меньше, но очень хотелось найти. Вообще всем хочется, исследователям, найти мамонта. Да? То есть не нашел мамонта не палеолитчик. Ну, не убил, да, не палеолитчик, не палеолитический человек. Так вот, искусство верхнего палеолита, вот здесь рамки показаны для нашей территории, условно, Евразии, да, 45-10 тысяч лет назад. И это искусство, оно включает вот это самое монументальное, то есть в пещерах, на скалах, прикладное, то, о чем говорил Станислав, которое еще давным-давно в Африке появилось, и искусство малых форм, вот наш самый замечательный бизон. Вот этого искусства малых форм довольно много на всей территории России, и Венеры палеолитические, и всякие фигурки, и всякие царапульки, много действительно. А с пещерным долгое время было сложно. Но в дальнейшем, в 1959 году на нашей территории была открыта Капова пещера, или пещера Шульганташ. В прошлом году, да, нет, уже в позапрошлом, в 25 году она вошла в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 25-м, прошлый, да, здесь ошибка, извините. Она вошла в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это была огромная работа наших коллег замечательных из Башкортостана. Открыл ее в 1959 году Александр Рюмин. Он был московский биолог, который, читая вот про эти в советских газетах про открытие французов, которые просто шли валом, считал, что на Южном Урале, там, где не было долгое время, вообще не было ледника, обязательно в тех условиях, в тех пещерах, которыми славится Южный Урал, должны были люди вот этой самой глубокой древности палеолитической что-нибудь нарисовать. Но не бывает такого, что везде, во Франции, в Испании, да, все это есть, а у нас нету. И удивительно, вот человек горел такой идеей, он поехал на башкирский заповедник, устроился там, собственно, на работу и нашел свою пещеру, Капову пещеру, нашел, правда, его рисунки, они очень странные, не очень близки к тому, что мы видим в пещере. А вот на самом деле пещера у нас очень интересная. Она одна из самых больших на Южном Урале. Это гигантская карстовая полость, почти 3 километра ее протяженность. И вот, собственно, такая темная, обвалившаяся с огромными обвалами внутри залов пещера, двухэтажная. То есть на самом деле рисунки сделаны на 2 этажах пещеры. Вот здесь на карте вы видите. В зале хаоса, в зале знаков, в зале рисунков. И вот зал рисунков находится на 2-м этаже, так называемом, в который люди должны были попадать, да, пробираясь вверх по сифону 12 метров. То есть каким образом они это делали, не совсем понятно. Рисунки здесь довольно далеко от входа. На самом деле сейчас в пещеру можно попасть, но залы именно с рисунками закрыты для посещений, что хорошо. Вот такая лестница сделана на 2-й этаж. И вот на самой нижней картинке вход, вы там пробираетесь, практически нагибаясь пол своего роста, да, почти там на коленях ползя, вы пробираетесь в ту часть, где находится зал хаоса, зал знаков. Это такие вот этажи залы 1-го этажа. На верхнем этаже у нас представлены вот такие замечательные изображения, которые, конечно же, сразу нам дают понять, что это памятник верхнего палеолита. Это вымершие животные, которых теперь, конечно, мы никак не увидим, к сожалению, в Башкирии, хотя вот здесь около пещеры как раз замечательные фигуры стоят, и мамонтов, и носорога. Самая моя любимая фигура под номером 2 – это так называемый мамонт-диссидент. Все идут в одну сторону, а он в другую. Вот. Так что здесь тоже, вот видите, есть такие противостоящие разные силы. Вот, собственно, как она выглядит без прорисовки. То есть понятно, что здесь очень сильно пигмент, конечно, деградировал. То есть увидеть их глазом, прочитать не так просто, без обработки. А вот противоположная стена зала рисунков. Здесь многие фигуры вписаны прям в выемки на стенах. На самом деле это очень интересный технический прием, который использовали и в Европе многие художники этой эпохи.
Вот такие замечательные мамонты присутствуют, очень типичные для верхнего палеолита, с прекрасными горбами, да, с бивнями. Ну, то есть, на самом деле, холка мамонта узнаваема всегда. И вот тот, который в центре, самый верхний, ну, вообще просто идеальный мамонт. Мамонтов много в пещерном искусстве Европы, и вот, наверное, одни из самых известных – это мамонты Руфиньяка. Пещера Руфиньяка во Франции, ну, собственно, здесь тоже очень узнаваема вот эта холка, наклоненная голова и вот этот прекрасный силуэтный стиль верхнего палеолита. То есть, на самом деле, вот эти изображения, они очень, ну, скажем так, компактные, да, то есть мало деталей, но они при этом очень реалистичны, и вы сразу узнаете животное, которое изображено. Ну, например, бизон, да, это наш каповский бизон. А вот, например, прекрасные бизоны, вот, собственно, зарайские, про которого уже Станислав рассказывал, и прекрасные бизоны из Альтамиры. Да? То есть, на самом деле, здесь один примерно и тот же набор образов и в Европе, да, и на нашем Южном Урале, который говорит о том, что действительно в этом период времени вот эти крупные, масштабные животные были очень важны для человека. Ритуальная магия там была или что-то еще, нам сейчас, к сожалению, не так легко понять. Лошади с такими прекрасными клювиками – это тоже так типичные для Каповой пещеры изображения. Есть даже одно изображение, выполненное углем, хотя вообще преимущественно в Каповой пещере все сделано охрой, вот тем самым красным пигментом. И вот такие же лошади у нас прекрасные есть в европейских памятниках. Самая известная лошадиная пещера Ласко, где вот такие же клювики, да, такие прекрасные маленькие ножки с копытцами. То есть на самом деле образы очень узнаваемые. Даже если вы как бы, да, смотрите как человек современный, лошадь вы здесь точно опознаете. А это, наверное, одна из самых примечательных вещей в Каповой пещере. На нижнем первом этаже не так давно было открыто изображение верблюда. Верблюдов в палеолитическом искусстве очень мало. Они есть только, вот, собственно, в Каповой, в соседней Игнатьевской пещере и несколько изображений на кости. Маленькие, процарапанные. А вот этот прекрасный двугорбый верблюд Бактриан, который открыли только в 2017 году, по-моему, я могу сейчас наврать, или в 2018, он вообще совершенно замечательный, именно потому, что такой редкий для вот этого периода, хотя мы знаем, что там верблюды, конечно, водились в тот период времени, и кости верблюдов тоже найдены не здесь, но недалеко от Каповой пещеры, но при этом это совершенно в том же стиле выполнено изображение. Контурное, выполненное толстыми линиями, но при этом совершенно опознаваемое, видовая, собственно, понятно, что это верблюд, а не мамонт. И вот вы видите здесь совершенно такие интересные, да, непонятные знаки геометрические, так называемые трапеции с ушками. Считается, что все пещерные святилища, почти все памятники вот, пещерного искусства, они были святилищами, очень многие, по крайней мере, то есть люди там не жили. Они приходили специально, чтобы, собственно, вот эти изображения наносить, и потом уходили. То есть культурный слой в пещерах обычно очень бедный, в таких вот пещерах. И считается, что многие пещеры могли быть родовыми, то есть сюда приходил определенный клан, оставлял какие-то свои изображения, и у каждого клана могли быть свои символы, которые их отличали. Вот именно трапеции с ушками отличают Капову пещеру. А еще вот такие интересные антропоморфы, сложные антропоморфные изображения видим в нижнем ряду. Да? К сожалению, в палеолите в верхнем, в пещерном искусстве очень мало антропоморфов, ну, то есть изображений людей. Почему-то себя самих, да, вот палка-огуречек изображали. Либо какие-то странные такие вот мифические немножко существа, там клешни вместо рук и все прочее. То есть, видимо, себя любимого рисовать, ну вот совершенно не хотелось, и вообще не было такой потребности. Это мы сейчас, да, там автопортреты делаем, селфи и все прочее. В пещерном искусстве никакого селфи не было. А это датировки Каповой пещеры. На самом деле она у нас очень примечательна. Вообще в мире мало датировано, хорошо датированного пещерного и наскального искусства. Ну, по крайней мере, не так много, бесспорного. А в Каповой пещере, что интересно, нашли в культурном слое небольшую плашечку с изображением, тоже сделанным в охре, поэтому получили точную датировку. А после совершили такую интересную вещь, сделали на той поверхности, где еще не был открыт верблюд Бактриан, сделали пробу для уран-ториевой датировки, то есть по вот спелеотемам, грубо говоря, по кальцитовым натекам. И попали точно там, где был пигмент. То есть верблюда еще не было, брали просто наобум практически, и попали вот в ту, собственно, ножку, в которой был пигмент. И получилось, что самое древнее у нас тут подстилающий кальцит, ему 41 тысяча лет, а перекрывающий изображение верблюда 14 500. И теперь считается, что Капова пещера у нас была, вот, собственно, не населена, но посещалась вот этими самыми древними художниками от 20 до 17 тысяч лет назад. Сейчас это самый, конечно, древний памятник на нашей территории, достоверный.
Очень советую посетить музей. Не так давно он был открыт. Музей именно пещеры Шульганташ. Прекрасный, интерактивный, очень, собственно, такой живой музей, в котором есть копии, точные копии изображений, которые сделаны по трехмерным моделям, которые сделали наши исследователи в пещере. И, собственно, вот эти оживающие картинки прекрасно можно посмотреть в пещере. Кроме того, в пещере есть задокументированные абсолютно все вандальные росписи, которых безумное было количество, больше 1000, по-моему, если не ошибаюсь, или даже больше 1000, 2000. И все они задокументированы, все Маши, Толи, МГУ и все прочее, но все они были удалены в пещере благодаря работе реставраторов и консерваторов. А вот Игнатьевская пещера в Челябинской области, ей, к сожалению, не так сильно повезло. Она, в принципе, охраняется, но намного хуже, и очень долгое время была полностью открыта. И, собственно, она, конечно, намного хуже сохранилась. В ней изображения только в 2 залах есть, в большом и дальнем. Известна она потому, что там есть такой странный натек в виде, похожий на образ Богоматери, поэтому она посещалась паломниками. Но, безусловно, там есть изображения эпохи Верхнего Палеолита, в том числе и верблюд, про которого я сказала, и, видимо, мамонты. Но датированы они намного более сложно. По крайней мере, сейчас вот по новым датировкам примерно 17 тысяч лет. Но, к сожалению, вот очень плохо сохранились эти изображения, поэтому здесь довольно сложно говорить о ее каком-то репертуаре. Это то, что касается памятников. У нас есть еще несколько пещерных памятников на территории России, но там уже не сохранились фигуративные изображения, только пятна охры. Но у нас очень много петроглифов. Это не наши петроглифы, это Фушкоа. Есть еще Сьего Верде в Испании. Это испанские и португальские памятники, которые точно показали в 90-х годах, что в палеолите было не только пещерное искусство монументальное, но и на открытых пространствах. Это интересный пример, конкретно Португалия, Сьего Верде и Фушкоа, потому что когда эти изображения были найдены, здесь шли работы перед затоплением. То есть вот эту большую долину реки Коа должны были затопить. Но там нашли вот эти палеолитические изображения, выполненные выбивкой, гравировкой. Поднялся страшный скандал, подключилась BBC, ЮНЕСКО и так далее. Сменилось правительство в Португалии, и в результате был остановлен проект по строительству большой дамбы. Памятники были сохранены. Не так давно, например, когда открыли вот это, по-моему, нижнее изображение коровы, для того, чтобы его полностью документировать, опускали уровень воды в реке на 3 метра, чтобы ученые смогли документировать этого замечательного, прекрасного быка. Да? На самом деле у нас сейчас такая же ситуация в многих водохранилищах в России, когда опускается уровень воды, мы тоже сейчас очень многие затопленные памятники можем документировать. Но это не специально делается, понятное дело. Но в любом случае у нас тоже затопленных богатств очень много. Так вот, когда Фушкоа открыли, оказалось, что действительно в палеолите, в верхнем палеолите у сапиенсов были не только пещеры, куда нужно было очень тяжело продвигаться, да, там, с какими-то факелами все это делать. Были и потрясающие памятники на открытых пространствах. И дальше мы переходим к нашей территории, где есть вот такой прекрасный памятник на границе в Монголии, в республике Алтай, Колгутинский рудник. Он был открыт уже, это Платоукок, открыт был давно, связан с пазырыкской культурой. Платоукок известен своими потрясающими пазырыкскими мумиями. А вот на этих замечательных валунах, которые оставлены здесь ледником, ученые нашли изображение, вот, собственно, карта. Один памятник на территории России, остальные на территории Монголии находятся, которые связаны одним стилем. Нашли вот такие очень плохо сохранившиеся, абсолютно затертые изображения в том же силуэтном крупном стиле. В основном лошади, горные бараны, олени, да, которые потрясающе, конечно, по своей стилистике напоминают европейские памятники. Они не обязательно должны напоминать, да, потому что, вот, например, Венеры Верхнего Палеолита в Европе очень сильно по стилю отличаются от Венер сибирских. Мальтийские, худенькие сибирские девушки, казалось бы, наоборот должно быть, да, а в Европе, наоборот, такие большие, с формами потрясающими. То есть не обязательно, что в один период времени искусство будет одинаковое на такой гигантской территории. Но вот эта стилистика для Верхнего Палеолита, видимо, была какой-то универсальной. Огромные изображения, да, большие изображения, силуэтные, сделаны такой простой выбивкой и при этом крайне реалистичные. Не так давно вышла как раз книга наших коллег из Новосибирска про именно монгольские памятники на этой территории. На Колгутинском руднике нет изображений вымерших животных, но есть изображения на монгольской территории, буквально в 20 километрах от Колгутинского рудника, которые
выглядит вот так. И здесь начинаются просто почти кровавые дискуссии ученых. Мамонт ли это? Да, потому что слишком он худой для мамонта, но, в общем-то, и холочка есть, хотя такая странненькая, и, в общем-то, есть хобот. И, конечно, появляется много разных худых мамонтов из европейских пещер, которые доказывают, это все-таки мамонт. Но вопрос, на самом деле, до сих пор дискуссионный. К сожалению, нет никаких других данных, которые нам дадут возраст именно палеолитический. Поэтому Колгусинский рудник может быть и более позднего времени, да, но, собственно, вот этот прекрасный мамонт и связанные другие изображения мамонта с ним, они, в общем-то, дают нам повод задуматься, был ли здесь мамонт и когда здесь люди что рисовали. Переходим дальше. Есть у нас такой замечательный стиль в наскальном искусстве, называется он минусинский стиль. Минусинская котловина в долине Енисея – это очень красивое место, потрясающие скалы. Я их боюсь, потому что, когда я вижу просто эти дали уходящие километры скал, я представляю, сколько там петроглифов, мне страшно. То есть ты думаешь, господи, это ж никогда в жизни своей не пройти. А ведь много очень затоплено уже Енисеем, почти все изображения вот документировались как бы, да, в самом начальном этапе, когда должны были затапливать Красноярская ГЭС, да, и Саяно-Шушенская. Поэтому многие изображения, они, собственно, уже на дне вот этого водохранилища. Но изображения минусинского стиля, которые, опять-таки, никто не знает, как точно датировать, они, конечно, крайне похожи на вот эти замечательные силуэтные изображения верхнего палеолита. Они могут быть неолитическими, энеолитическими, то есть самый конец каменного века. Но есть исследователи, которые считают, что это эпоха бронзы уже. Проблема в том, что нет никаких культур археологических, да, этого времени, в которых мы нашли бы там, не знаю, изображения в керамике. Ну, не было керамики еще, да. И вопрос открытый, но при этом вот этот минусинский стиль найден уже на очень больших территориях. Алтай, Монголия, Тува. Да? Вот эти все изображения, они, конечно, узнаваемы. Их замечательная вот такая реалистичная какая-то динамика. Да? И вот это мое любимое изображение, которое нашли в свое время мои коллеги Елена Александровна Миклашевич и Леонид Баве. Почти все изображения этого стиля находятся очень высоко. То есть, когда были подступы, были когда-то небольшие, видимо, к ним такие уступы, да, они давно обвалились, изображение высоко находится, уровень воды был выше. Это замечательные два изображения противостоящих архаров, таких горных баранов. Да? Ну и вот здесь лось и другие, вот, опять-таки, реалистичные, силуэтные, крупные изображения. Ну и вот замечательные лошади. И видите, здесь на картинке вот как раз тот самый каменный век под вопросом, минусинский ангарский стиль. Это древнейшее изображение на территории нашей Сибири, Алтая, Монголии. Вопрос, опять-таки, говорю, открытый, но очень хочется увидеть в них верхний палеолит, потому что стилистика, конечно, кажется практически той же, что мы видим в Фошкоа. Но, повторюсь, они совершенно не обязаны быть похожи, и здесь, к сожалению, мы можем только строить гипотезы. Но идем дальше и переходим к тем памятникам, где мы гипотезы не строим, где все вполне археологами доказано. Это прекрасные памятники Белого моря и Онежского озера, которые первыми от России вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На Онежском озере мы знаем множество изображений на восточном берегу озера. На Белом море это изображение далеко от Беломорска, это река Вык. И, собственно, вот здесь вы видите прекрасную марку, которую специально выпустили в год, когда они вошли в ЮНЕСКо. Они очень узнаваемы. Это изображение лебедей, это изображение различных солнечных, лунарных символов, лодки, охота. То есть здесь, конечно, вообще традиция, которая очень близка Скандинавии в принципе. То есть похожие памятники есть и в Мурманской области, на территории Норвегии, на территории Швеции. То есть, в принципе, традиция, она такая довольно масштабная по географии. Почему же мы так хорошо знаем, как они датированы? Потому что на этой территории работало очень много экспедиций еще со времен их открытия, которые открыли множество памятников эпохи неолита, которые непосредственно связаны с петроглифами. И что самое интересное, что эти памятники на самом деле здесь в большом количестве расположены именно в тот период времени, когда скалы были открыты для выбивки петроглифов. То есть примерно к 5-му тысячелетию нашей эры скалы выходят из-под воды. А уже в 4-м тысячелетии до нашей эры, в его конце, начинается трансгрессия озера, и примерно на 300, а то и больше лет полностью эти скалы перекрываются. А дальше уже в эпоху бронзы, РЖВ, Средневековья здесь крайне мало памятников археологических, они все небольшие и не связаны непосредственно с петроглифами. Поэтому считается, что петроглифы выбиты людьми, которые
были носителями так называемой ямчато-гребеночной керамики. Это ранний неолит, неолит и энеолит. И изображение здесь, конечно, потрясающее по своей тоже стилистике. Это вот выдру, вы видите, известную на бесовом носу. Там был прекрасный еще лось. А и здесь самое известное изображение бесового носа – это бес. Изображение, которое вот в такой расщелине перекрыто изображением креста, который выбили то ли в XVI, то ли в XVII веке монахи Муромского монастыря. Обезопасили себя вот от такого нехорошего товарища. Что самое интересное, археологи доподлинно знают, что под фигурой беса есть еще изображения, которые перекрыли этим огромным изображением. И самая визитная карточка онежских петроглифов – это лебеди. Некоторые лебеди достигают там нескольких метров в длину, но вот эти длинные шеи, потрясающая тоже динамика этих изображений, потому что они очень элегантные, я бы так сказала. Ну и на онежских петроглифах много солярных и лунарных изображений, поэтому какое-то время считалось, что это только бронзовый век может быть, потому что наши советские и скандинавские того времени исследователи считали, что вот эта солярная вся динамика, вот все это календарное, оно появляется только в бронзе. Но это не так. На самом деле появляются они и раньше. И вот на переносе у нас самое большое количество таких изображений. Вы их еще можете увидеть не только в онежских петроглифах, точнее, не только на Онежском озере, но и на территории нашей центральной, в смысле, России, в Санкт-Петербурге, в Эрмитаже, когда откроется зал неолита. Одну плиту с переноса взорвали в свое время и перевезли в такой пуп огромный, и он находится сейчас в зале неолита в Эрмитаже государственном. Ну, самое, конечно, классное то, что на реке Вык петроглифы, которые выполнены в совершенно той же стилистике, датированы благодаря отложениям культурным. То есть там есть петроглифы, которые были перекрыты культурным слоем, в которых нашли ту самую керамику эпохи неолита, и таким образом датировали совершенно точно изображения, которые здесь еще более масштабные. Это вот лыжники, такой символ Карелии, изображение лосей, изображение вот таких интересных композиций, которые называют еще кинематографическими, то есть следами выложена тропа, по которой охотник идет на лыжах и вот, собственно, ранит этих замечательных животных. Это, кстати, не так давно открытый памятник Новая Залавруга. Извините. На самом деле там до сих пор идут открытия, то есть частично беломорские петроглифы затоплены, и сейчас там есть уже музей-заповедник, тоже очень советую, если вы вдруг будете в Беломорске, посетить. Там у нас один из таких больших участков перекрыт огромным павильоном, потому что он тоже был в зоне риска, и вот бесовые следки, они находятся в павильоне закрытом, где можно просто гигантскую композицию лицезреть, которая тоже рассказывает нам о жизни охотников-собирателей и о, собственно, морских охотниках. Сикачи-Алян – это один из памятников, которых занимается наша экспедиция нашего Центра палеоискусства. Он очень давно вошел в предварительный список ЮНЕСКО, но, боюсь, до основного списка он будет идти еще дольше. И он представляет собой такой вот интересный памятник на территории Хабаровского края. Там несколько памятников к этой группе относящихся, но я буду говорить именно о Сикачи-Аляне. Сикачи-Алян – это валуны на берегу Амура. Амур – река грозная, могучая. Эти валуны переворачиваются. В какой-то из годов нашей экспедиции валуны, точнее, извините, льдины, они пробили мостовую в Хабаровске, снесли ее практически. Понятно, что льдины переворачивают и валуны. Ну, может быть, не так сильно, как вот мостовую. Мостовую хуже, видимо, делали. Она не такая, как базальтовые валуны. Вот. Но в любом случае у нас изображение сделано в основном на валунах, но есть и более там поздние, видимо, на скалах. Так вот, на валунах у нас такие вот интересные личины, изображения то ли духов, защищающих древних нанайцев, то ли каких-то предков, в общем, либо духов воды, не совсем понятно кого. Но, что интересно, что подобные личины есть в неолитическом искусстве. Неолит на Дальнем Востоке начинается рано, аж в 10 тысячелетии, да, там вот где-то неолит, на северо-западе это 5 тысячелетие, здесь 10-е, здесь очень рано появляется керамика. И, собственно, вознесеновская культура, с которой связывают эти личины, она уже к третьему тысячелетию заканчивается практически. И вот эти прекрасные личины, вот такие оскаленные, с большими глазами, вот такие какие-то обезьяноподобные, скелетоподобные, вот эти все личины считается, что относятся к самому раннему этапу наскального искусства в регионе, то есть к эпохе неолита, им более, получается, 10 тысяч лет, может быть.
Ну, вот такая небольшая из статьи нашей коллеги Ирины Пономаревой табличка, да, вот, собственно, именно по керамике, по изображениям в керамике мы знаем, что вот эти изображения на валунах, они могут датироваться этим временем. То есть, на самом деле, в общем-то, особо нет перекрывающих там памятников, где есть вот этот культурный слой, который нам может помочь датировать. Ну, и массивные животные. На Сикачи-Аляне вот такие вот непонятные то ли лоси, то ли мамонты, ну, не мамонты, то ли не знаю кто. И вот прекрасные лошадки, видите, в таком же контурном стиле. Ну, конечно, менее реалистичный, да, вот сравните с палеолитом. В палеолите это такая реалистичная какая-то динамика, да, то есть они то ли в прыжке, то ли в полете. А здесь, ну, лошадь и лошадь, вот стоит такая, ну, на ножках, да, ничего такого. Но вот эти силуэтные изображения, они действительно показывают, да, что какие-то крупные животные могли быть почитаемы в этом регионе. У нас изображений на Сикачи-Аляне крайне много. Вот они на таких прекрасных валунах, да, есть еще на реке Киян, на реке Уссури памятники подобные. Но самое важное, что эта традиция, она очень долго здесь была, то есть практически до этнографического времени. В принципе, так почти на каждом памятнике, ну, на территории нашей страны, кроме Каповой пещеры. Хотя в Каповой люди были в бронзовом веке, приходили в Средневековье, просто не рисовали уже ничего. Но многие памятники, люди сюда возвращаются специально. И мне очень нравится на Сикачи-Аляне место, где петроглифы выбиты под кладбищем. То есть там сначала была скала с петроглифами, потом появилось поселение, потом древний могильник, потом средневековый могильник, потом современный советский могильник. Там кресты прям падают на эти петроглифы. Люди под ними шашлычки там жарят под этим кладбищем. Но я к тому, что это все такие места, да, святилища, то есть места, куда люди специально приходили. И вот на Сикачи-Аляне, что важно, есть поселения средневековые, но, видимо, вот эпоху неолита они специально сюда шли для того, чтобы что-то совершать. Также на северо-западе, в Карелии, на онежских петроглифах рядом есть могильник, да, то есть, скорее всего, тоже он связан с петроглифами, он в непосредственной близости от одного из мысов находится. Для людей эти места явно были священными, что-то значили. Ну, я вам советую как-нибудь посмотреть наш сайт «Петроглифы Нижнего Амура и Уссури». Наверное, сейчас это такая самая большая вот в интернете база данных по наскальному искусству вообще нашей страны, я имею в виду, ну, памятников. Здесь вот прям и трехмерные модели, истории исследователей. В общем, здесь можно зависнуть надолго. Ну и перехожу я к последней вишенке на торте. Это, наверное, не самое древнее, точнее, совсем не, наверное, и совсем не древнее, искусство, которое находится на самых-самых дальних вообще краях нашей страны. Это северо-восток, это Чукотка. Не так далеко от самого северного порта, города порта, по-моему, да, Певека. То есть это совсем-совсем далеко и очень-очень дальний восток. И здесь находятся петроглифы, которым, скорее всего, от 1000 до 1500 лет. То есть на самом деле не такая уж древность. Там на Чукотке есть прекрасные памятники, и на Камчатке, которые вообще времени палеолита. То есть люди там давно поселились. Но на Чукотке петроглифы настолько в одном месте, только на реке Пектемель. Благодаря геологам их в свое время заметили, документировали. Дальше памятник стоял долго сам по себе. Сейчас мы к нему вернулись, документируем. Вот этим летом должны снова туда отправиться на работы. Так вот, это памятник тех же самых охотников-собирателей и охотников на морского зверя. Они охотились на северного оленя, тундровые художники. Но здесь же были вот такие, да, замечательные северные олени. Но здесь же были и приходили сюда охотники на морского зверя. Прежде всего тут были там киты, ластоногие различные, да, и замечательные белые мишки. Видите, там рядом, да, такой огромный байдар, и белый медведь стоит. То есть на одной памятник, который примерно 1,5 километра протяженностью, встречались люди двух практически культур. Да? Ну, так приходило и в более поздние времена. Тундровые чукчи встречались с теми чукчами, которые морским промыслом, да, занимались, обменивались чем-то. Но вот эти более древние, вероятно всего, не чукчи все-таки, они еще и запечатлевали, видимо, свои какие-то важные сцены, они запечатлевали еще и вот в таком замечательном формате как раз той самой передачи информации. Вот у нас олень такой, олень сякой, беременная оленуха, да, замечательные вот эти байдары, каяки. Ну, в общем, здесь вся практически вот
как сказать, ваш Facebook. То есть вот все, что меня в жизни интересует и волнует. Нет политических новостей, но зато есть вот вся хронология моей жизни. Знаете, как семейный альбом. Открываешь, да, и вот тут бабушка родилась, вот дедушка родился, вот папа убил там, не знаю, лося, ходил в тайгу на охоту. То есть вот на этих огромных пространствах, да, 1,5 километра, здесь целая история нескольких, видимо, общин, нескольких групп, которые собирались, какие-то, может быть, праздники проводили, встречались, пировали, что-то еще делали, но при этом и вот, собственно, занимались на досуге выбивкой. И понятно, что этих художников было много, потому что изображения совершенно разные. Видим, с одной стороны, реалистичных, потрясающих северных оленей, таких романтичных, я бы сказала. С другой стороны, таких треугольных, ну явно, да, человек менее был, скажем так, сведущ в художествах, но я, в принципе, еще хуже, наверное, нарисую оленя, то есть я, в принципе, вот не смогу его никаким образом таким сделать. Я один раз пыталась без проектора, без картинок научить школьников рисовать быков Альтамиры. Я потерпела кораблекрушение, потому что, ну, как бы нет. Я не способна, у меня, в принципе, вот эти размеры, соразмерность, да, вот глазомера действительно никакого нет. А у человека верхнего полиолита он почему-то пропорции совершенно идеально практически, да, передавал. И даже позы животных, вот если мы на верхнем полиолиту вернемся, позы животных, они совершенно реалистичные. Ученые сравнивают, зоологи, там, позы, например, подающихся этих носорогов, да, вот один в один. Здесь, конечно, немножко не так. Кто-то талантливее, кто-то менее талантлив. А может быть, просто между этими людьми поколение, да, потому что вот дедушка был гениален, а на внуках природа отдохнула. Тоже такое бывает, да. Но самые, конечно, известные изображения для пиктомелии — это вот такие у нас девушки в головных уборах. Их называют обычно мухоморками. Они есть не только на Чукотке. Но да, это вот такой известный символ. Если вы приедете вдруг в Анадырь, хотел сказать, не дай бог, нет, я имела в виду, просто вдруг вы приедете в Анадырь, вы обязательно купите футболочку с такими вот мухоморками. Видите, у нас дама, ну, потому что там есть половые признаки, да, вполне себе бедра и грудь, сережки и вот такой высокий головной убор. Вот у алеутов и вообще у эскимосов более позднего времени, гренландских прежде всего, да и у нас на Русской Америке, да, изображения есть этнографического времени, ну, точнее уже, да, 19 века, знатных женщин, ну, с такими прям шиньонами, большими прическами. Но, конечно, многим этнографам хочется и не без оснований видеть здесь духов грибов. Ну, потому что культ грибов у чукчей был и есть, поедание мухоморов, да, поэтому мухоморки, собственно говоря. Это дискуссионная тема, что же мы здесь видим, потому что есть и мужские из образов такими грибообразными вот этими головками, а есть на самом деле девушки, у которых еще и, знаете, ножки так соединены, как ножка гриба. Поэтому вопрос открытый. Но, как говорят, что вы вообще знаете про наш памятник? Ничего. Ничем выбито, никогда выбито, никто выбил, ничего. Мы знаем сколько примерно фигур. Вот поэтому и ездим бесконечно. Но для того, чтобы про это все, ну, как бы, да, побольше узнать, учитывая, что у нас такой ограниченный, на самом деле, период вот этой лекции, да, я вам очень советую посмотреть наш фильм про пиктомель. Его сняли мои коллеги Юрий Свойский, Анна Зиганшина, Екатерина Романенко, «Петроглифы пиктомели. Наскальное искусство Чукотки». И пройтись по виртуальному туру, на самом деле, залипательные вещи, я иногда там заблуждаюсь. Ну, нет, не заблуждаюсь, это иначе. Я там блуждаю иногда по этому виртуальному туру, то есть попал в какую-то точку, а потом пытаешься выйти, пытаешься что-нибудь найти. В общем, это классная вещь, на самом деле. Такой зависающий немножко, зависающая штука. Ну и скоро мы сделаем такую огромную трехмерную модель всего этого памятника, по которому можно будет не просто походить, а по которому можно будет вообще все изображения рассмотреть детально. Поэтому я надеюсь, что пиктомель, такой самый отдаленный памятник, а мы туда попадаем только на вертолете, и мало кто вообще на этом памятнике бывал, будет доступен онлайн. Мне кажется, это будет классно, учитывая, что, собственно, это такая прям самая-самая северная традиция наскального искусства. Ну вот на этом я, наверное, уже завершаю. Спасибо за внимание. Спасибо. А теперь есть возможность задать вопросы Елене Сергеевне и немножко мне. И насколько мы сможем, мы ответим. Так что пользуйтесь уникальной возможностью. Не так часто можно спросить человека, который лично изучает всю эту наскальную живопись. Потому что таких людей сколько у нас в стране? Человек 5? 10. Добрый вечер. Работает. Добрый вечер. Станислав, Елена, большое спасибо за беседу. У меня вопрос такой. Какая находка
вас бы впечатлила, если бы вы нашли ее сами или ваши коллеги? И чем она была бы очень привлекательна для вас? Ну, на самом деле, археологическая деятельность, ну, во-первых, я антрополог, и мне вот эта вся археология не сильно нужна. Мне нужен череп пятикантропа срочно. Ну, вот, поэтому что я пасусь в этом Хотылево, например, последние там 10 лет, что вот когда найдется скелет неандертальца, а тут-то и я весь такой красивый. Ну, вот, так что вот мне нужна антропология. А если археология, я ничего особо как бы не хочу, оно само находится. Ну вот когда я начал ездить в это самое Хотылево, никаких мыслей о неандертальском искусстве в голове вообще близко не было. И у археологов тоже ведь не было, потому что ну, не было искусства, и какие вообще мысли могут быть. Так что оно само обнаруживается. Вот. А мне, как антропологу, нужна антропология. Вы знаете, мне кажется, археологи, особенно те, кто занимается наскальным искусством, они, по сути, такие, знаете, одержимые грибники. Когда ты приходишь в лес, да, а грибов нет, а тебе так хочется, что просто все чешется. Я мечтаю на Пиктемеле найти еще памятники, потому что такая прекрасная река, очень красивая. Там 3 точки, в которых есть наскальное искусство. То есть один такой большой, там 1,5 километра скальный обрыв, где просто сотни, более 600 поверхностей, и 2 маленьких по одной поверхности. Ну, 10 километров и 12 километров условно. Я мечтаю, что мы найдем еще там памятник, а тут желательно там будет погребение с хорошей сохранностью костей, мы возьмем ДНК, мы сделаем радиоуглерод, мы получим датировки, ну это просто вау. Вот. Но учитывая, что мы последний год едем на Пиктемель, даже это очень дорого, то я боюсь, что это пока будут такие мечты, но я верю, что найдем, да. Наверное, я в свое время пересмотрела «Землю» Санникова. Мне кажется, такой у меня был перебор. Вот. В принципе, все наскальные, мне кажется, ну, будем честны, наскальники все мечтают найти мамонта. Это очень грустно, потому что такая одержимость мамонтами, ну, может быть, не все, да, но вот как бы, да, мамонт — это такая штука хорошая. Разрешите? Вопрос к Елене Сергеевне, если позволите. Здесь я. Возможно, это было сказано, но просто я пропустил. Почему не смогли датировать памятники, которые нашли на территории Хакасии, наскальные? Нет, вы знаете, можно датировать. Петроглиф Хакасии — это такая колоночка, там очень много полимсестов, то есть перекрытий. То есть есть куча слоев, более верхних, которые хорошо датированы по археологическим культурам. То есть начиная с афанасьевской культуры, это у нас тоже глубокая древность, известны, да, изображения, которые находят свои аналогии. Скифо-сибирские петроглифы прекрасно датируются по скифо-сибирскому искусству. Да? То есть все РЖВ, то есть ранний Железный век, хорошо датированы именно по стилистике, по изображениям. Бронза, окуневские изображения тоже хорошо датированы. Куча сейчас вообще находок в культурном слое, от этих окуневских личин, изображений в их стиле, тоже все хорошо датировано. А вот именно древние петроглифы, у которых нет никаких аналогий в археологических культурах, но они часто перекрыты более поздними изображениями. Мы понимаем, что это не какая-то там, да, современность, условно говоря. Ну, то есть у вас, например, прикрывают прекрасно вот там какого-нибудь быка минусинского стиля, прикрывает окуневское изображение. Окунево — это ранняя бронза, значит, то, что под ним, все-таки древнее явное изображение. А аналогий нету никаких. Хотя вот давно наши коллеги из Новосибирска, опять-таки, Лидия Зоткина с коллективом, они опубликовали статью, в которой мне показали, когда скала с петроглифами была открыта, когда она была точно, да, под каким-то слоем алювия там, или под водой. У них получилось, что примерно 10, по-моему, 7 тысяч лет. То есть это самый конец, начала неолита, да, то есть даже, ну, в принципе, да. То есть на самом деле проблем с более поздним материалом нет. То есть там очень разработана эта шкала стилистическая, а вот самый древний, ангарский стиль и минусинский стиль, вот с ними проблемы до сих пор есть, до сих пор ученые об этом спорят. Скажите, пожалуйста, а вот как получается так, что вот берем там испанские какие-то рисунки и рисунки наши, российские, назовем так. Как получается, что вот эти люди, они, вряд ли, наверное, друг с другом общались. Не Микеланджело же все-таки, которые могли посмотреть картины своих коллег по цеху, а они похожи. Это с чем может быть связано? С психологией человеческой или это все-таки что-то другое? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я не знаю, куда смотреть, кому отвечать. Но на самом деле вопрос очень хороший, потому что действительно они совершенно имеют полное право не быть похожими, вообще не обязаны.
Хотя очень часто Капову считают вот именно самым восточным проявлением вот этой франко-кантабрийской пещерной всей традиции. Что, конечно, очень странно, учитывая вот это вот, скажем так, большое расстояние. Но не так давно нашли изображение в Румынии, Хорватия. То есть, в принципе, мостик между Европой, вот этой самой западной, и нашим Уралом, он как бы немножечко так вроде есть. Дело в том, что люди, в принципе, очень похожи на одних и тех же этапах своего развития. И вот те же самые там чукчи или эскимосы, они примерно такие же изображения с байдарами, с северными оленями делают, которые делали карельские вот эти самые художники эпохи неолита. Мы совершенно точно понимаем, что они не общались явно, как бы такая гигантская территория, да, и они разделены практически вот этим нашим океаном Северным Ледовитым. Но, видимо, на одних примерно и тех же этапах развития образы очень похожи. Наверное, Станислав со мной поспорит или, наоборот, поддержит. Да? Образы, которые возникают в нашем мышлении, связаны с этапами развития человеческого общества. Действительно, когда, знаете, как это более поздний пример, только когда появляется борьба за власть, появляется какое-то сюжетное искусство, в котором человек уже играет очень большую роль. Да? До этого орнаменты, зверюшки, лягушечки, змейки, там всякая такая ерундистика, да? Там, может быть, с водой связано, вот мы воду очень хотим, любим, да? Мы ей поклоняемся. А вот сюжетное искусство появляется только там, где у нас есть уже борьба за власть. Точно так же и здесь. Видимо, эти образы, они какие-то были самые яркие для человека верхнего палеолита, и они действительно потрясающе реалистично им передавались. То есть вот этот реалистичный подход, в принципе, если так очень грубо говорить, эволюция художественного искусства, да, вот этого монументального, она приходит к упрощению, она приходит к каким-то более таким, условным формам. То есть мы начинаем мыслить символами, мы додумываем изображение, нам, в принципе, вот нарисовал палка-палка огуречек, мы понимаем, что это человечек. А человек верхнего палеолита, он еще вообще человека особо не мог произвести. На самом деле есть антропоморфные изображения, не так уж мало в верхнем палеолите, но зверь преобладает, причем зверь крупный. Никаких там мышек, никаких там, не знаю, сусликов ни у нас на Пиктомейле нету, к сожалению, ни в верхнем палеолите, ни вот даже, не знаю, там на каком-нибудь Сикачи-Аляне. Ни одной рыбы. Люди жили рыбой практически. Но, видимо, ее было так много, что они думали, господи, если я еще на камни ее выбью, сколько можно есть эту черную икру, да? Вот, поэтому никаких рыб нету на Сикачи-Аляне. Это вот потрясающе, удивительно, потому что они жили на Амуре, ее там было просто завались. Лоси есть, олени там, или кто там, я уже не помню, тигры есть амурские, а рыбы нет. То есть это вот, видимо, какие-то образы, которые впечатываются человеку в подкорку, для него они являются действительно очень значимыми, как лось для вообще всех сибирских писаниц. Лосей там огромное количество, они очень красивые, они монументальные. Вот, видимо, как-то так мышление устроено человека, который охотится на зверей, который этим именно живет. Надеюсь, я ответила на вопрос. Добрый вечер. Еще раз хотел Станиславу задать, но услышал от вас, что и вы последний раз, в следующем году едете в эту экспедицию. Вот, хотелось бы такой вопрос задать. Чего еще, кроме финансирования, нашей науки именно не хватает? Да, в принципе, финансирования не хватает. То есть, на самом деле, специалисты есть, методы исследований есть, так или иначе. Если какие-то там приборы нужны, это опять же про финансирование. Чтобы там какие-нибудь эти сканеры купить, там что-нибудь такое, фотоаппараты, что там еще бывает. Нет, вы знаете, я думаю, что к сожалению, даже если есть много финансирования, очень много, нет, наверное, это лишит какой-то кадровый вопрос. У нас людей не хватает. То есть, в принципе, действительно, в петроглифоведении в России крайне мало людей, да, то есть людей, которые занимаются пещерным искусством, понятно, что мало памятников пещерных, но, в принципе, их единицы, 2 человека, 3 человека. То есть это не то, чтобы не модно, но вот вы сами хотите, чтобы ваш ребенок стал археологом? То есть вы представляете себе, копать, не знаю, грязный какой-то, в оборванной одежде, без денег всегда сидит, а еще потом сопьется, да, обязательно.
стереотипы, они очень сильно, ну, как бы доминируют сейчас. Археология супер продвинутая технически именно наука, то есть использует огромное количество, естественно, научных методов. И, в принципе, считалось раньше, да, что мы ответвление истории, а сейчас гуманитариям тяжело, потому что, ну, сплошная таблица Менделеева, сплошная геоморфология, сплошная геохимия. То есть там гуманитарий уже, ну, как я, да, мне тяжело, да, то есть я там вчитываюсь, уран, торий, господи, боже мой, за что мне это? Это очень технически действительно классная вещь, но, опять-таки, археологию очень сильно зажимают в рамки строители, прежде всего, да, поэтому сейчас у нее тяжелые времена, и если еще в археологию спасательную, которой как бы можно заработать деньги, люди идут, особенно такие, да, мужчины накачанные, которым хочется копать, у них романтика полевой жизни, еще где-то там на закорках есть представление об этом, то вот петроглифоведение, учитывая, что памятники разбросаны на территории, да, очень много где, но действительно их мало кто охраняет, да, изучать их, вот, получать какую-то стабильную зарплату за то, что их изучаешь, крайне сложно. Да? То есть на самом деле у нас даже с финансированием мы часто не можем найти людей, которые захотят этим заниматься. Это прям большая проблема. Надеюсь, ответила на вопрос. Да, спасибо. И тогда как бы в эту же пику, когда у нас в стране слово меценат и там филантроп будет неругательным. Ну, это как-то вопрос. На самом деле меценат не ругательное, есть меценаты. Ну, вот нам, например, в Хотылево меценаты очень помогают. У нас ни разу не ругательное. Да, и кто их знает? Они, как правило, кстати, сами не хотят, чтобы о них знали. Вот, они скромные. Вот я вот именно об этом. Когда это станет модным и как бы популярным, и чтобы действительно это мы было не для пророки, науки. когда же... Ну, не знаю. Нет, это ваше личное я как мнение. человек, который все время пишет письма в Росатом, там какой-нибудь, еще что-нибудь, подайте на пропитание, да, но на самом деле подают. Ну, как бы, в общем, я могу сказать, что вот вертолет, мы в этом году, там, какой год, 4-й, да, летим в экспедицию, мы летаем вертолетом спонсоров, да, то есть, ну, на Чукотке добыть вертолет не за много миллионов нереально сейчас, да, это вот Николай Николаевич Диков, советский археолог, мог себе позволить в советские годы на вертолете разведку археологическую проводить. Я тоже так хочу. Я очень хочу так. Дайте мне такого мецената, у которых есть на Чукотке свободный вертолет. Пожалуйста. Да, вот. Но, в принципе, мы вот, например, обращаемся за продуктами к меценатам, да, потому что, ну, на Чукотке проводить исследования. У меня коллеги какой-то год проводили в Гватемале, а я на Чукотке начинала. Так вот, чукотский проект был дороже, чем гватемальский. Ну, то есть понятно, да? Вот. Вот такие дела. Большое спасибо. У меня вопрос для Станислава. Я здесь? Станислав, я прямо напротив вас. Да. У меня вопрос для вас. Вот вы с 5 или 6 лет занимаетесь изучением антропологии человека, и вот в связи с этим вопрос. Вот наши предки или неандертальцы, они всю жизнь занимались выживанием, и то есть их деятельность была как бы рассчитана из того, чтобы выжить. Ну вот, можете ли вы мне ответить на вопрос, чем еще их головы были заняты помимо охоты и выживания? О чем они мечтали, например? Ну, кстати, то, что я с 5 лет занимаюсь, это гордо как бы звучит, да? Ну, мне кажется, это звучит гордо. Да, но немножко не с 5. С 5 я как бы заинтересовался Да. биологией, скажем так, и палеонтологией, но это ладно, это про меня. А древние люди, в этом и интерес, что как раз до сапиенсов их, похоже, ничего другого особо и не интересовало. То есть они очень были такие практичные, прям вот совсем до невозможности, те же неандертальцы. То есть пожрать, как бы, да, размножиться, ну там согреться, не замерзнуть, да и в принципе и нормально. И ничего другого особо не интересовало. Поэтому у них ни искусства, ни украшений толком нету, ни обрядов. Ну, все как бы есть, но вот на грани сознания. Там одна царапулька, там несколько погребений плюс-минус приличных, и то там без инвентаря. Ну вот какие-то там украшения есть, ну там раз-два обчелся, да, там на 100 тысяч лет. Ну, вот, а вот у сапиенсов полным-полно. И поэтому вот древние кроманьонцы, они, как мы, мыслили, что их интересовало. То есть, ну, бытовые проблемы в первую очередь, понятно, а потом уже и всякое прекрасное. И вот эти вот как раз, да, изображения там с какими-то то ли прическами, то ли грибами, ну, вот, ритуалы вот там это охотничьи там с бизончиками, и обряды инициации, чтобы ребенка сделать взрослым, да, и вот его надо послать куда-нибудь в пещеру, чтобы он там шарахался по этой пещере, там пугался, там медведей, там все такое, и через это стал там взрослый. Вот. Ну, тут в этом смысле они от нас не отличаются. Ну, почему, допустим,
товарищ очередной, начальник вот нашей экспедиции Хотылевской, он все время говорит, кроманьонцев изучать неинтересно, потому что кроманьонцы — это уже такие же, как мы, люди, и что они хотели, все и так понятно, да, мы того же самого хотим. А вот неандертальцев как раз интересно, потому что вообще ничего не понятно, что им надо было, кроме как, опять же, пожрать. Ну, что-то же они еще другое делали, вот у него, допустим, 24 часа, пусть это будет особо сонливый неандерталец, будет 12 часов спать. 2 часа он занимается еще едой. В любом случае 10 часов у него остается, что он делает 10 часов? Вообще без понятия. Вот. Ну вот это интересно. Но так вот, сколько мы смотрим по отсутствию, да, вот чего-то неутилитарного, они были прямо очень прагматичные, вот до невозможности, до сапиенсов. А сапиенсы, ну, протосапиенс еще в Африке, да, сапиенс уже там за пределами Африки, вот, они вот уже могли фантазировать. То есть мы такие вот вид фантазеров. У нас очень большой мозг, и он как бы иногда начинает глючить. И в качестве этих глюков выдает там искусство, сказки, да, там все что угодно. Вот. Ну, искусство вот как частный случай. Там спорт можно, там спортом заниматься. Ну, и, кстати говоря, занятия наукой из той же серии. Ну, потому что наука бывает такая сугубо практическая тоже, да, а бывает и чисто вот такая, как бы для интереса. Вот пиктимельские рисунки, да, вот, ну, их как бы на хлеб не намажешь, даже туризм не разовьешь толком, да, потому что у черта на рогах. Ну, вот, но вот людям хочется, вот годами ездят там, выцыганивают вертолет, все такое, потому что хочется. Вот неандертальцы бы не стали этим заниматься, а мы занимаемся. У меня вопрос к Станиславу Дробышевскому. У меня вопрос к Станиславу. Я смотрела ваше видео про эволюцию человека, и вы упоминали, что лидирующий вид через какое-то время вымирает. Если сейчас человек — это очевидно лидирующий вид на Земле, значит ли это, что мы находимся как потенциальный вид, который может вымереть из-за того, что мы лидирующие, и нам не нужно ни с кем бороться из живущих на Земле существ, кроме нас? Именно так. Именно такая мысля у меня всегда и есть, что до сих пор мы все время с кем-то бодались, да, там с какими-нибудь, не знаю, трилобитами, ракскорпионами, динозаврами, не знаю, там павианами ископаемыми, кем-то еще. И через вот эту конкуренцию и какие-то проблемы каждый раз выходили на следующий уровень. А теперь мы на вершине пирамиды. И теперь никакой естественный отбор нас дальше не двигает. Ну, единственное, уже внутренние какие-то разборки внутри вида, но они как бы там не особо куда двинут. Ну, вот. Ну, или там, не знаю, зеленые человечки, которых еще никто не видал, ну, кроме там алкоголиков. А так как бы вот что-то непонятно, куда нам двигаться. Ну, есть еще вариант, что коли уж мы такие все себя homo sapiens, да, сами себя назвали разумными, то, может быть, мы теперь можем не через антагонистические какие-то отношения, вот эти конкурентные, двигаться, а как-то вот прям разумно. Прям вот хочу, типа, прогрессировать и прогрессировать. Ну, вот, но в качестве такой, как бы, хотелки это прекрасно, а на практике что-то как-то незаметно, чтобы это, ну, массово происходило в масштабах человечества. То есть индивидуально сколько влезет, да, то есть конкретный человек может так развиваться, но это не эволюция, это вот индивидуальное развитие. А чтобы вот прям целый вид так двинулся куда-то, ну, у нас отбор нас не двигает, действительно, это проблема. Так что, ну, я все время в этом месте скатываюсь на идею о геномодификации, да, и биоинженерии, что мы себя должны прокачать, ну, вот, но оно запрещено законом. Ну, вот, поэтому... Добрый день. У меня вопрос. Спасибо за беседу сначала. У меня вопрос. Какой самая интересная находка была в ваших экспедициях? Ну, которая была гениальная и очень интересная. Ой. Золото не находили. Алмазов тоже, даже мамонта не находили. Наверное, у меня была такая, знаете, красивая находка. Ну, на Сикачаляне, там каждый раз, когда мы приезжаем в Хабаровский край, там вот Амур все время приносит какие-нибудь новости. И у нас была такая прекрасная история, когда я ходила очень грустно по берегу Уссури, правда, не Амура, Уссури, прямо на границе с Китаем. Думала, ну ничего нового не нашли, ничего. И тут я поворачиваю голову, а там такой валун, знаете, и потом мне подмигивает одним глазом личины. Ну, он, конечно, не подмигивал, просто так блики были красиво. И вот это было прям классно. Это был прям конец экспедиции. И потом этот валун, главное, почти не успели снять, потому что он сразу ушел под воду.
Ну, потом его уже... Нет, по-моему, больше его не снимали даже. То есть мы не знаем даже, в общем, особо, как там, что там выглядело вот на этом валуне. Он почти сразу, вот, действительно, Уссури его поглотила. Но это было действительно классно, потому что я только подумала о том, что ничего нового не нашли, и просто вот в ту же секунду мне Уссури подарила. А так, на самом деле, вообще просто каждый год что-то новое приходит. Но чтобы такое вот гениальное, ну вот мне в этом году я заказала, чтобы у нас новое местонахождение на Пиктомере нашлось. Так что у меня все впереди, я думаю. Спасибо. Спасибо. Вот. А у меня, ну, если антропологическое, я все-таки антрополог, то вот я исследовал, например, кости галерных гребцов рядом с, ну, даже не рядом, а в Пантикопее, это Керчь, улица Карла Маркса, что характерно. Но там вот первые века нашей эры, там галерные гребцы. Они очень выразительные были. Не будьте галерными гребцами, это очень грустно. Но это вот то, что антропология, а то, что археология, то, что лично я находил, это когда мы копали в Кремле, я нашел клад в буквальном смысле. Ну, в Кремле, в московском, да, там трудно что-то не найти. Все-таки это как бы княжеские хоромы. И там, видимо, то ли шкатулочка, то ли мешочек какой-то был. Там все, конечно, исчезло, это окружение. Но лежали заклепочки какие-то, ну, то, что снаружи было. Были крестики из Херсонеса каменные, и была иконочка стеклянная византийская, как сказали археологи, ну я в этом ничего не понимаю, вот, но она одна из двух найденных на территории нашей страны. Вот, потом, кстати, там рядом еще нашли подделку нашу, такую же российскую, под это дело, вот, но я нашел оригинал византийский. И, как мне сказали, это даже круче, чем берестяная грамота, потому что берестяная грамота у нас уже 1000 штук, а такая штучка только 2. Вот, так что вот это то, что лично я нашел. А то, что при мне находили, это вот и зарайский бизон. Я был в этом сезоне в экспедиции. Ну, правда, когда я приехал туда, ее уже нашли, и она уже в лаборатории лежала, но, тем не менее, фактически при мне. И Хотылевская вот эта царапулька тоже, ну, не буду врать, что прям лично я раскопал. Студенты, кстати, раскопали, питерские. Но я при этом тоже был. Вот. Ну, конкретно на момент обнаружения я где-то лекцию читал в Брянске. Вот. Но вот я вернулся когда на базу, и мне Ксения Степанова показывает, а вот, и все таки о, вот. Так что я был рядышком. Станислав Владимирович, вопрос к вам. Скажите, вот на одной из своих видеолекций RTVI вы говорили, что периодически встречаются останки людей, что имеют примерно одинаковое количество признаков и сапиенсов, и неандертальцев. А сегодня сказали, что сапиенсы более творческие и больше творческих каких-то находок, а у неандертальцев с этим скудно. Подскажите, у полукровок как с этим обстоит дело? Спасибо. А там тоже все как-то очень невнятно, потому что, ну, есть такой, допустим, такой Бачо-Киро, стоянка в Болгарии, где как раз вот эти какие-то самые-самые ранние сапиенсы, ну и, видимо, еще с такой нехилой неандертальской примесью. И у них есть косточки с царапулечками, но в таком хотылевском стиле. Ну, только в Хотылево это 80 тысяч лет, а там 42 тысячи лет. И вот они что-то в неандертальском таком ключе и корябали. Тоже крайне невнятное, но у неандертальцев вот этот рисунок единственный, а бачакиры их там несколько штук. То есть вот они сапиенсы, поэтому чуть побольше делали, но стиль неандертальский. Так что прямо оно идеально промежуточное получается. И, допустим, есть такая культура Шатель-Перрон. Это на севере Испании, на юге Франции, где тоже вот эти самые метисы вроде бы неандертальцев с сапиенсами, ну, по крайней мере, часть костей такие доказанно неандертальские, там, допустим, палеоги этой притомикой, а часть вроде бы уже сапиентные. И тоже у них есть индивидуальные украшения. У неандертальцев практически нет, у сапиенсов полным-полно, а вот в этих шательперонских слоях они есть, но как бы меньше, чем у сапиенсов, больше, чем у неандертальцев. А стиль такой кроманьонский вполне, то есть там зубики с дырочками, там с насечечками. Вот как раз промежуточное, что прям праздник какой-то. То есть вот промежуточная морфология, промежуточная культура, промежуточное искусство. Добрый вечер, я справа. Елена, очень заинтересовала ваша презентация. Особенно внимание я бы хотела уделить именно бесову носу, онежские петроглифы. Подскажите, пожалуйста, почему было так много реалистичных изображений и вот только один такой мифический бес? Это первый вопрос. Чем же он так зацепил людей и что могло быть под ним скрыто изначально? Спасибо.
Спасибо. Вы знаете, обычно, когда там беса показывают, да, то сразу там портал в Нижний мир, вот эта трещина еще такая потрясающая. Не скажу, что под ним, честно, не помню. То есть я помню, что там под ним нашли изображение частичное какое-то, перекрытое именно новой выбивкой. Антропоморфы есть вообще в этих всех вот в этой традиции онежско-беломорской. Они такие носатенькие, очень много эротических сцен, эротического характера. Бес, он действительно вот такой настоящий какой-то хтонический персонаж. То есть он такой не единственный. Есть еще меньше персонажей, тоже с такими очень странными, да, чертами, там какие-то очень кругленькие. Но вот он такой единственный крупный. Но там вообще 3 гиганта. Там Сом рядом с ним, или Налим, там, да, бес и вот эта огромная выдра. То есть вот эти огромные 3 изображения, они вот такие практически единственные. То есть у нас есть только очень большие там лебеди, но вообще в другом вообще стиле сделаны и далеко от бесового носа. То есть это явно какие-то очень важные изображения, которые, ну, видимо, связаны там с почитанием каких-то духов. Я здесь уже фантазирую просто от балды практически, потому что гипотезы можно строить, ну, бесконечно, да? Но то, что это не просто человек, совершенно явно. Так, в принципе, там либо рожающие женщины, либо люди, которые в каких-то, значит, таких прекрасных позах запечатлены, либо там есть, ну, какие-то там такие товарищи, которые похожи чем-то на шаманов. Ну, это больше беломорских. И гребцы, да, на лодках, да, вот это тоже есть. То есть это, безусловно, какое-то ритуальное изображение, но, опять-таки, вот гипотезы можно строить бесконечно, но где там правда, где вымысел. Моя фантазия не столь богата. Может быть, поэтому я до сих пор занимаюсь наскальным искусством, а не в психбольнице. Вот. Поэтому я вот к гипотезам отношусь очень скептически. То есть я понимаю, что здесь мы с вами проецируем свое представление. Ой, то он трехпалый, ой, мам дорогая, страшный, такой большой, там еще трещина, ну все, как бы точно демон. Но так, видимо, думали и монахи, которые сверху на нем перебивали крест. Их можно понять, да, что-то не очень такое дружелюбное изображение. Вот. Поэтому не скажу точно, там автор не подписал, к сожалению. Так, и давайте уже последний вопрос, что время у нас истекает. Добрый вечер. Станислав, вопрос к вам. Возвращаясь к предыдущему одному из вопросов касаемо вымирания нашего вида. Существует гипотеза, ну или, может быть, на ваш взгляд, это факт, то, что идет процесс обратной эволюции нашего вида. В частности, там, уменьшение мозга и так далее. Вот хотелось бы вашу точку зрения услышать, что это, рабочая ли это гипотеза, или, может быть, это для вас очевидный факт? Ну, это никак не обратная, конечно, эволюция, потому что, ну, обратную трудно себе представить, как бы у нас мутации повернули нас там к пятикантропу. Но по отдельным формальным признакам, да, действительно, назад у нас 2,5 миллиона лет мозги росли, а 25 тысяч лет уменьшаются. Ну, то есть, причем так радикально уменьшаются. Они росли медленно достаточно, а уменьшаются быстрее. И на 150 грамм уже за 25 тысяч лет уменьшились. Можете посчитать, сейчас 1350 грамм, за 25 тысяч лет 150 грамм, когда мы докатимся до состояния пятикантропа, у которого, скажем, был килограмм. Ну, вот задачка как бы математическая. Вот решите. Можете решить быстро? Ну, потому что на 150 грамм тоже высоко. У меня, если что, вообще 1200. У меня еще на 150 грамм меньше, чем в среднем по, как бы, да, сапиенсам. Вот. Ну, есть несколько способов. Можно по внешним параметрам головы примерно прикинуть, ну, там, с ошибкой, но тем не менее, или сделать томографию какую-нибудь. Но, на самом деле, как, размер мозга, он не то, что прямо с интеллектом сильно связан, там, связь так себе, но когда это прямо идет уже на сотни грамм, как бы, как видовая характеристика, тоже связан. А по другим параметрам мы идем вперед. У нас, скажем, количество зубов уменьшается, вот 3-й моляр у нас сейчас исчезает. А есть уже люди, у которых там 2-й резец пропадает, да, какой-нибудь там премоляр пропадает. То есть у нас эволюция идет всегда в одну сторону. Ну, нет все-таки обратного хода. Но по формальным признакам отдельные признаки, да, могут назад. Вот. Но мы грацилизуемся с страшной силой. То есть мы такими грацильными никогда не были. Ну, там, развитие надбровья какое-нибудь, да, там, затылочный рельеф и так далее. У нас все время уменьшается. Это как бы вот прогрессивная эволюция по-своему. Ну, вот. А куда ее занесет, это философский вопрос. Для этого надо знать, во-первых, какие будут условия через, скажем, там, 1 000 000 лет, кто бы их знал вообще, и
предсказать мутации, а мутации по определению мутации случайное явление. Вот, и подхватятся они отбором, не подхватятся они отбором, это уже там дело такое. Вот поэтому я лично, опять же, да, вот как я уже кому-то отвечал, настоятельно хочу генную инженерию, когда мы не будем надеяться на то, что там нас кривая естественного отбора вывезет куда надо, а чтобы мы сами сознательно это сделали. Ну, коль уж мы такие разумные. Спасибо за вопросы. Вот. И прежде чем прям совсем завершить, хочу сказать, что 25 числа, то есть буквально-таки вот совсем скоро, будет еще съезд учителей географии на базе Национального центра России, которые будут общаться промеж собой, потому что обычно они географически разнесены, а тут наконец-то их можно собрать в кучку, вот, и будут друг от друга узнавать. Ну, не про географию они ее так преподают, а про всякие там новые веяния в преподавании, ну и как-то заряжаться, как сейчас модно говорить, позитивной энергией. Вот, ты глядишь, через это цивилизация станет лучше. Вот, поэтому тоже приобщайтесь, ну, не только учителя географии, да, а вообще как бы к образованию, к науке, ко всем таким вещам. И тогда у нас будет светлое будущее, без всякого сомнения. Вот, а также обратите внимание, тут такие вот QR-коды имеются, пройдите по ним и оставьте обратную связь, чтобы все следующие мероприятия были лучше прежнего. И тогда, опять же, будущее будет гораздо светлее, чем оно сейчас есть. Оно и сейчас, в общем, не такое прям страшное, вот, а будет, без сомнения, намного лучше. Спасибо за внимание.